Вооруженный конфликт в Верданске по-прежнему продолжается. Противоборствующие силы не собираются отступать. Сегодня утром снова были слышны выстрелы в разных районах города. На территории Верданского аэропорта прогремело несколько взрывов. Эксперты сообщают, что, возможно, это детонация зарядов, размещенных на земле, а не удары с воздуха. Буквально пару минут назад поступило сообщение от нашего источника, который сообщает, что к берегу Верданска на скорости движется большое грузовое судно. Выплачиваем разрешение на перевозку груза Верданск. Диспетчер, груз закреплен. Все системы в порядке. Готовимся к выходу. Отбой. По словам источника, судно появилось на радарах ВМС Кастовья внезапно и ранее замечено не было. В штабе ВМС не смогли связаться с экипажем корабля. Судно движется в сторону берега без попыток снизить свою скорость. Почти на месте. Мы тут не одни. Вокруг корабля много целей. Вижу. Эта лодка много шума наделала. Вон, посмотри, все слетелись как мухи на мед. Привет. -1. На борту название. Водяной. Он выглядит так, будто уже кучу лет лежит тут и гниет. Что же у него внутри? Откуда ты, друг? Давайте на чистоту. Большинство из вас, игроков Warzone, никогда не интересовались сюжетом этой игры. Или, скорее всего, вы прошли одиночную кампанию, потом забили на нее и отправились в Battle Royale. Или же просто скачали Battle Royale, ведь он бесплатный. Нет, я не хочу сказать, что незнание лора — это смертный грех. Но большинство только со старта второго сезона начали понимать, что вселенную Black Ops и вселенную Modern Warfare 2019 года объединили в одно целое. Я все это к тому, что лор игры — это одна из самых интереснейших ее частей, раскрывающая игру с тех сторон, которые вы могли просто не замечать. На данный момент в Cold War и Warzone стартанул ивент под названием «Нашествие». Если в Cold War этот ивент сделан как отдельный режим на своих картах, где мы боремся с большими толпами зомби на манер классического зомби-режима, то в Warzone это сделано немножко иначе. Стоило ко мне приставать. Со стартом второго сезона в Black Ops Cold War и Warzone начался новый ивент под названием «Нашествие». В этом ивенте нам нужно отбиваться от толп зомби, и если в Cold War данный режим сделан как отдельная часть игры, дополнительный режим, где мы на отдельных картах бьемся с толпами зомби, прыгая от одной волны к другой и выполняя околосюжетные задания, то в Warzone это сделано немного иначе. У нас появилась новая зона на локации, это разбитый корабль, на котором есть терминал. Через этот терминал вызывается орда зомби, и с ней мы будем воевать. Но вы не забывайте, что Battle Royale никуда не исчезает, и вас также могут пристрелить другие игроки. Во время отстрела мертвецов с одного из них может упасть новая желтая карточка. Эту карту нужно использовать на специальном ящике, при открытии которого мы получим множество ништяков. Не всегда на самом деле. И в рамках ивента у нас имеется куча различных заданий, которые нужно выполнить для достижения цели. Будь то сбивать зомби с помощью транспортного средства, или убивать их только в голову в определенном количестве. Нас же сейчас интересует немножко другое. Это сам корабль, его причина появления в Верданске, откуда он сюда приплыл и что это нам сулит. Кстати, этот корабль мы с вами уже видели. Видели мы его на другой карте Warzone, на карте Остров Возрождения. Если вы помните, в рамках сеттинга Острова Возрождения там даже год-другой. Вот тут начинается самое интересное.
Остров Возрождения появляется в серии Call of Duty не первый раз, и изначально мы побываем на этой локации в Black Ops 1. 23 февраля 1968 года Алекс Мейсон прибудет на этот остров для того, чтобы устранить нацистского ученого Фридриха Штайнера, того самого, который создал ГАЗ-Нова-6. Параллельно с этим на остров также прибывает ЦРУ для того, чтобы эвакуировать Штайнера. Происходит сражение, химическая база частично разрушается, а персонал ликвидирован. В Warzone карта появляется в сеттинге 80-х годов. Здесь уже остров снова восстановлен, и на нем снова производится ГАЗ-Нова. Но на этот раз производством заведует ШОВ. В первом сезоне Black Ops Cold War и Warzone при высадке на остров Возрождения мы можем заметить корабль недалеко от берега. Это и есть тот самый Водяной. И вот наступает сезон 2. Водяной исчезает с карты остров Возрождения, а появляется он уже в Верданске. Как я полагаю, в 1984 году ШОВ решает доставить ГАЗ-Нова-6 в Верданск, используя для этого морское сообщение. ГАЗ грузит на корабль, и судно отплывает. Но где-то по пути к Верданску корабль попадает в бурю, и я так думаю, что эта буря вызвана прорывом темного эфира в наш мир. Как раз параллельно с этим в зомби-режиме Black Ops Cold War мы занимаемся спасением Максис из того же самого темного эфира на карте Аванпост Z. Возможно, те самые действия, которые мы делаем в ходе выполнения пасхалки на Аванпосту Z, и приводят к открытию одного из разрывов на пути Водяного. 2021 год. В Верданске идет война, а недалеко от берега начинается буря, из которой вскоре выплывает Водяной и садится на мель недалеко от тюрьмы. На корабле уже нет выживших, а вместо них мы находим орды живых мертвецов. Возможно, когда корабль попал в пространственную аномалию, он мог некоторое время дрейфовать по темному эфиру. И скорее всего он не сразу попал из 1984 года в 2021, а сначала был закинут куда-то во времена Второй мировой. Этим можно объяснить то, что в Warzone на корабле при активации терминала со всех сторон на нас начинают лезть зомби в нацистской форме. Но здесь есть еще один интересный факт. Зомби имеют белое свечение глаз. Хотя раньше по факту мы имели только два свечения. Это оранжевое и синее. Орды зомби под управлением Саманты Максис и орды зомби под управлением Рихтофена. Кто теперь ведет мертвецов? Это большой интересный вопрос, на который пока что разработчики нам не дали ответа. Прибытие корабля Водяной в Верданск со своим смертоносным грузом на борту не остался незамеченным, и карта Верданска изменилась еще сильнее. Для этого предлагаю осмотреть еще несколько локаций. Как вы знаете, в Верданске присутствует большое количество бункеров. В одном из них мы уже находили ядерную боеголовку. Изначально она должна была стать частью некого ядерного ивента. Но тогда разработчики не дали ход этой самой боеголовке, и, к сожалению, ничего не взорвалось, а мы ведь с вами ждали. Сейчас на карте появилось еще несколько бункеров, и один из них мы с вами уже видели. Это тот самый бункер, располагающийся под взлетной полосой Верданского аэропорта. Помимо него появилось еще два, о которых ранее ничего не было известно. Один из бункеров находится под памятником рядом с военной базой. Памятник, состоящий из двух больших частей, скрывал под собой шахту с ядерной боеголовкой, и сейчас он открыт. Мы можем спуститься внутрь и осмотреть помещения, которые там имеются. В одном из них мы найдем интересный терминал. Этот терминал на данный момент никак нельзя активировать, но на нем изображен череп и написано 0,5%. Что это за проценты, также неизвестно. Это еще одна загадка Верданска, которую в будущем нам потребуется разгадать. И это не единственный терминал. Второй терминал мы найдем в другом бункере в левой нижней части Верданска. Там также до старта второго сезона находился небольшой памятник. Теперь этого памятника нет. Вместо него там расположилась еще одна шахта с ядерной ракетой. Это, кстати, не единственный вход в бункер. Рядом есть небольшой райончик со свежими домами, которые еще не достроены. Если зайти к этому бункеру со стороны недостроенного поселка, то мы увидим, что с помощью тракторов строители раскопали один из тоннелей, через который мы также можем попасть внутрь. Этот бункер, как и предыдущий, не имеет числового обозначения, а также он больше размером. Здесь есть несколько крупных помещений, которые, возможно, являлись центром управления этих самых ракет. Большое количество электроники намекает на то, что с помощью этих самых компьютеров ракеты и запускаются, а длинные столы с большим количеством стульев намекают на то, что здесь находилось командование. На одном из таких столов можно найти макет нынешнего ГУЛАГа, в который вы можете попасть при смерти в режиме Королевская битва на карте Верданск. Если обойти эти помещения, мы сможем выйти в центр данной конструкции и увидим огромный шар. Этот шар имеет название
понятие инерционный демпфер, и обычно такой размещают в больших небоскребах где-то в середине здания, для того, чтобы гасить колебания здания от ветра. Для чего данный шар в подземном бункере, нам поможет понять конструкция комнат. Они как будто подвешены под потолком. И если мы осмотрим их внимательно со стороны двух лестниц, которые помогут нам попасть в эти самые комнаты, мы увидим, что данная часть бункера выглядит как большая стальная капсула. Я предполагаю, что данный демпфер здесь для того, что в момент либо взрывов на улице, либо запуска самой ракеты, он гасит колебания в этих самых помещениях. В этом бункере также можно найти терминал с черепом и отметкой в 0,5%. Третий терминал мы найдем с вами в бункере номер 10. Вы помните его по предыдущим ивентам в Warzone. Там мы уже несколько раз были, и там мы нашли первую ядерную ракету. Бункер стал чуть больше, открылись дальние двери, и нам стал доступен еще один коридор. Сам же терминал располагается рядом с окошком, через которое и видно ракету в шахте. И последний, четвертый терминал был найден в том самом бункере под аэропортом Верданском. Изначально не было понятно, для чего этот бункер появился. Он появился задолго до второго сезона и не имел никакого сюжетного подкрепления. Сам бункер особо не изменился, а в одном из его помещений просто установили терминал с черепом и указанием в 0,5%. Эти терминалы в Верданске появились неспроста, и они указывают на то, что скоро нам будет доступно еще одно крупное событие. На этот раз последнее событие для карты Верданск, той, которую мы с вами сейчас видим. Это не конец. Даже не близко. Ядерный ивент все-таки случится, и на этот счет есть несколько доказательств. Недавно датамайнеры раскопали в файлах игры вот такую вот картинку. Если взглянуть на нее впервые, то вы не поймете, что здесь изображено. Было предположение, что это пятна ядерного заражения территории, и в какой-то степени так оно и оказалось. Если наложить эту картинку на карту Верданска, то мы сразу поймем, какие зоны действительно сильно заражены, а какие останутся чистыми. Слухи о том, что Верданск будет взорван ядерными ракетами, ну или как минимум заражен радиацией, подтвердили в издательстве VGC. Это крупное игровое издательство, которое ранее слило точную дату выхода самой Warzone, а также они сливали и другие интересные вещи, которые подтверждались. Но это не вся интересная информация о грядущем ивенте. Появились слухи о том, что Верданск также будет покрыт лавой, возможно, впоследствии ядерных взрывов. И на этот счет датамайнеры также раскопали еще один файлик. Вы можете внимательно изучить этот список, и в каждой строчке вы увидите слово «магма». 1984 год. Корабль «Водяной» отплывает от берегов острова Возрождения, неся на своем борту газ Нова-6. Где-то на своем пути корабль попадает в шторм, и в этом шторме его затягивают во временную пространственную аномалию. Скорее всего, через темный эфир корабль дрейфует через вселенные. В итоге возвращается в наш таймлайн уже в 2021 году, недалеко от берегов Верданска. Корабль разбивается от берег, и в Верданск наполоняют ходячие мертвецы. Воюющие на территории Верданска силы понимают, что появилась очень серьезная угроза, и ее нужно срочно устранять. Неизвестно какой стороной конфликта, но тем не менее расконсервируются объекты времен Холодной войны, подземные бункеры, где хранятся ядерные ракеты. С помощью тех 4 терминалов активируется запуск этих самых ракет, или же по второму предположению активируется взрыв ракет непосредственно в шахтах. Это, кстати, более логично объяснило бы появление магмы в городе. К тому же стоит учитывать то, что в шахтах находятся межконтинентальные ракеты, и запускать их в воздух, чтобы после уронить обратно на землю под себя, не совсем логично. После детонации ядерных боеголовок в горах рядом с Верданском происходит извержение вулкана, и большое количество магмы спускается вниз к побережью, заполняя улицы Верданска и в разы усложняя условия выживания в городе. Как говорят инсайдеры, ивент с уничтожением Верданска 2021 года случится под конец второго сезона Call of Duty Black Ops Cold War и Warzone. Верданск падет, и мы его больше таким не увидим. А с началом третьего сезона разработчики выкатят нам новый Верданск, уже в сеттинге 1980-х. Warzone не теряет развития сюжета, и я считаю это очень крутой вещью. К сожалению, на данный момент во втором сезоне нет возможности пройти предыдущие интелы, которые мы с вами выполняли, у меня есть целый плейлист с этими роликами, и новых интелов никто не добавил. Разработчики просто убрали вкладку с этими самыми интелами. Я надеюсь, что вкладка была убрана только на момент прохождения двухнедельного ивента нашествия, и позже ее снова вернут обратно. Хотя, с другой
стороны, у меня есть предположение, что до 3-го сезона вкладку с интелами мы с вами и вовсе не увидим. А уже с выходом новой версии Верданска 80-х годов разработчики выкатят нам новые интелы уже того времени. Кстати, когда-то при выходе Cold War и начало интеграции Cold War в Warzone разработчики говорили о том, что следующее развитие сюжета в рамках Warzone будет связано непосредственно с Cold War и будет рассказывать нам про холодную войну. Поэтому то, что я сказал ранее, в принципе логично. Сюжет в Warzone, за которым мы с вами следим, очень круто расширяет игру. Я думаю, если бы мы просто имели карту с какими-то непонятными бункерами, с каким-то кораблем, с какими-то непонятными зомбями, это было бы скучно, потому что мозг требует логических объяснений происходящего. Он хочет понимать, а что происходит на его глазах. И вот в таком случае наличие лора очень круто расширяет понимание. Вы можете спуститься в комментариях и написать свое мнение касательно сюжета, нужен ли он в сессионных шутерах и нравится ли вам развитие непосредственно сюжета Warzone. Ты пропадаешь! Черт возьми, последняя цифра! 7, 6, 1, 5, 7. Внимание всем постам. Пуск прерван. Мы успели. Надеюсь, вам понравился такой формат и вы действительно его оценили. Не забудьте поставить лайк этому видео, написать комменты, нравится ли вам такой формат, продолжать его или нет, а также отправьте ссылку своим друзьям. Ну и обязательно спуститесь в описание под видео, там есть куча полезных ссылок. Например, ссылка в мою группу ВКонтакте, где я выкладываю различные новости относительно серии игр Call of Duty, или ссылка на наш Discord, где мы все вместе общаемся, хорошо проводим время, просто играем, да и, туда стоит заглянуть. На этом я с вами всеми прощаюсь, друзья. С вами был Урт, всем удачи и до новых встреч.